Всем привет! Ну что, попробуем сегодня попроходить квесты, которые мы находили в Инадзуме. Вот, с нами стоит тут дядька безымянный. С него, собственно, мы и начнем. Но, сейчас чуть-чуть народ соберется, я сделаю маленькое объявление, и мы продолжим. Вот, пока что народ собирается, я провожу призрака. Так, угу. Назар, здравствуйте, Нека, привет. О, там еще один призрак. Я так понимаю, это призраки из одной загадки, да? Карамелка говорит привет, привет. Привет, привет. Магнитола на ножках. Саки говорит привет, привет. Привет, привет. Куда ты меня несешь? О. Еще один? Что произошло? Назар войти говорит, я буду тебя слушать и мыть посуду. Хорошо. Вот же есть, внезапно. Да. Внезапненько. Это по-любому вот этот призрак. Нека говорит, ого, второй стрим про Геншин. Да. Уры, я в раю. Бум! Задел. Да, это тот же. С той же ловушки. Загадки. Пойдем, пойдем. Здесь электрокулы так разбросаны отвратительно, что капец. Еплый говорит так, что тут у нас... У нас тут Карамелка Геншин. говорит, практика была, не могла приходить. Все понимаю. У тебя все хорошо по учебе теперь-то? Оло. По практике. О, еще и женщины появились. Вы что? Прекратите. Эндрюс говорит, какие квесты. Гендо Ринга заканчивает. Нека говорит, сюжет ты сейчас проходить будешь или что? Не совсем. Сейчас люди соберутся, я скажу, как и что будет. Потому что есть нюанс, чат, есть нюанс. Карамелка говорит, да, сейчас выходные, но еще неделя практически. И говорит, кусь, Ну, практика всем. это хорошо. Отец, у тебя тик не показывает. Ой, точно, привет, ТикТок. ТикТок, а почему вы не показываете? Вам не стыдно? Неко говорит, Алло. окей. Сажанка говорит, приветик. Сенечка, привет. Блин, что за беда? ТикТок, живи. Ну ладно, это месть ютубчика, а нет, жив. Катя говорит, привет, как дела? Все Ли нормально. говорит, алло. Ли Привет. говорит, о, Назар идет по моим стопам. Ли говорит, а тику все? Юзер Не-не. говорит, привет, привет. Все живы. Риви говорит, все, тик отвалился. Нет, Риви нет, говорит, все а мы нормально. стесняемся. Ли говорит, а мы живы? Магнитола на ножках, Саки говорит. Все живы. Я долгие делала по Спасибо. учебе и не могла на стрим прийти. Нека говорит, беда. Понимаю, все нормально. Учеба главнее, поэтому вообще не парьтесь, не отвлекайтесь на всякую фигню. Потому что учеба быстро закончится, говорит, привет, и я будете утром потом уже был. заниматься чем хотите. Да, Юзер я говорит, помню. приветик Привет. всем, я вернулась ненадолго. Привет. Ну что, чатик, вас много. Собрались уже. По крайней мере, ютубчик. Смотрите. Я планировал пройти побочные квесты. Но у меня сейчас по здоровью не очень хорошо. Так как мне... Спасибо большое за подарочек. Мне, чтобы читать нормально вам вслух, мне приходится очень сильно сосредотачиваться. И то, как бы с этим проблемы. Если я не сосредотачиваюсь, то у меня весь текст плывет, и это все превращается в проблему, которую вы сами знаете. Поэтому я попробую попроходить те квесты, которые мы находили, но если я не смогу себя сдерживать, у меня будет плыть весь текст, тогда, я не знаю, мы пойдем собирать цветочки. Так что имейте в виду. Вот. Но еще я бы на самом деле попутно пособирал бы электрокулы, потому что их куча. Мне нужно прокачивать Сакуру, Эндрюс говорит, надеюсь, ютубчик не выкинет, что как утром. А я ты можешь тоже помедленнее надеюсь. читать Бэтсдэш. Катя, Юзер говорит, спасибо. «Лэй, кусь». Тут дело не в этом.
Дело не в скорости, а в том, что текст плывет. Там не важно, как ты его читаешь, ты его не видишь. Еплый говорит, всегда можно тупо зачищать карту. Ну, я таким особо... Нет, я занимался это вне стримов, когда болел. Жанела Клизон говорит, что поменялся озвучка чата. Да, временно. Но я сейчас, наверное, выключу, у нас же квест будет. Давайте попробуем с безымянным Юзер поговорить. говорит, привет, Цинряй. Неко говорит, Привет. надеюсь, ты выздоровеешь скоро. Нет. Лы говорит, Спасибо беда. большое. А лучше просто пылесось карту, раз для тебя тяжело читать. Лучше отдохни. Все нормально. Привет, привет. Я помню тебя, да, утром. Так, хай, Геншин независимый, привет. Почему? Ни почем не найти. Что ты ищешь? Что же ты ищешь? Я ищу, и я не могу вспомнить. Каждый раз, когда мне кажется, что я вот-вот что-то припоминаю, как мысль словно ускользает от меня снова. Эй, ты не знаешь, что я ищу? Откуда мне знать? Ума не приложу. Проклятие, проклятие! Почему же я не могу вспомнить? Рано или поздно само вспомнится. А припомни время, когда ты сюда явился. А может быть, у него был глаз Бога, и у него забрали, он все забыл? Когда я сюда явился, все, что я здесь помню, как я махал тут мечом. А вот зачем я это делал? Да, теперь я припоминаю. Я кого-то казнил. Если ты поражаешь врага своим мечом, кровь бьет, как красная река. Такое приятное ощущение. Когда же мой меч был запятнан кровью в последний раз? Должно быть, прошло уже несколько дней. Ладно, по крайней мере, сегодня здесь есть ты. Давай-ка пока отложим вопрос по поводу того, что я искал. Я думал об этом так долго, что теперь мне нужно расслабиться. С тех пор, как я в последний раз махал мечом, прошло уже довольно много времени. Я уже слышу, как такацкие дагиры жалуются. Это твой меч? Вот, послушай, она уже вскрикивает, потому что хочет разрубить тебя на части. Злодей какой. Если мы с тобой сразимся, это точно ее порадует. С тобой все в порядке? Ты не слышишь голос Такацки Догири? Как жаль. Те, чье пропитание зависит от меча, умеют слышать его голос. Он снова ноет, чтобы я покончил с этим. Давай, доставай оружие, посмотрим, сможешь ли ты одолеть меня. Так изи же. Так изи же. О, Махач. У меня револьвера нету, подожди. Йопа говорит, здорово, Тенра. Привет. Ну чё, давай драться? Ты, конечно, дурачок, ты противника вообще не того выбрал. Не по рангу тебе как бы это. Еще не дорос чуть-чуть. Все. Поговорите с безымянным самураем. Я побежден. Я сразил бесчисленное количество людей и еще ни разу не проиграл. Как ты же все забыл, алё? Теперь, когда я потерпел поражение твоей руки, я побился об заклад и проиграл. Побился об заклад и проиграл? Не совсем понял. И даже если я лишусь жизни, то сожалеть не буду. Я так не поступлю. Я достаю меч, чтобы убивать. Разве ты поступаешь иначе? У тебя странный стиль ведения боя и необычная манера. Совсем не похожа на тех, кого мне доводилось убивать. И к какой школе ты принадлежишь? Я просто путешественница. Так, секунду. Сейчас, секундочку. Так, я здесь. Здрасте. Не хочешь говорить, да? Неважно. Я все равно ничего не помню. Так что даже если бы ты назвала свою школу фехтования, я бы ее не узнал. Кем я был? Что делал до того, как судьба занесла меня сюда? Я больше ничего не понимаю.
Я больше ничего этого не помню. Я чувствую себя уверенно и спокойно, только с мечом в руке. Если человек забыл себя, как это случилось со мной, ему не останется ничего, как слоняться по этой пустынной земле. Я могу попытаться помочь тебе. Но я не знаю даже собственное имя, и мне остается лишь бродить по миру, Простите, это у меня. Точно призрак. Как ты мне поможешь? Я не знаю, есть ли у меня семья и где мой родной дом, кроме здешних мест, куда мне некуда идти. Единственная связь с прошлым, которая у меня осталась, это мое искусство владения мечом. А где ты научился владеть мечом? От кого ты перенял мастерство фехтования? Где я научился? Я этого не помню, но ведь мое мастерство не могло взяться из ниоткуда, правда же? А в ремесле такого рода у человека без подготовки надежды мало. Даже если он усиленно тренируется с самого раннего возраста, но у него нет денег заплатить мастеру, он не получит правильных наставлений, и ему придется идти тернистым путем, гораздо более сложным, чем у среднего человека. Если у тебя нет хорошего меча, то ты можешь лишь отправиться в кузнечный цех и попросить, чтобы тебе дали отбракованный и никчемный клинок. И хотя это был плохо выкованный меч, он его лелеял и даже дал клинку имя. Итак, он тренировался, истекая потом, и после множества ран и трудов заложил основу своего мастерства, но при этом над ним все равно насмехались. Если бы ему помогал друг, Если бы ему не помогал друг, он бы уже давным-давно сгинул. Погоди, почему? Почему все это так звучит знакомым? Кажется, я что-то припоминаю. 2 детей с мечами, ведущие поединок рядом со своими хижинами. Они, наверное, жили в хижинах, что в рыбацкой деревушке с северу отсюда. Если эти хижины построили под утесом, и со всех сторон их окружало море. К северу отсюда. Они каждый день поднимались по ступенькам за домом, на склон холма, чтобы потренироваться в паре. Их клинки должны быть еще там. Кто же они были? Голова болит. Не могу вспомнить. Разве ты не говорила, что поможешь мне? Тогда прошу тебя, помоги мне найти этих детей с мечами и принеси мне их мечи. Я думаю, эти мечи как-то связаны со мной. Слово самурая — это его клятва. Я буду ждать здесь, пока ты не принесешь мне мечи. Окей. Тенра, если я узнаю, что кто-то узнал мое имя из-за тебя, я прилечу в Алматы. А зачем мне говорить? Ты что, типок? Не дури. Здрасте. Тебе не тяжело говорить? Все нормально, спасибо. Короче, я решил бросить телефон до заводских настроек, причина — забыл пароль. Беда. Ну что ж такое, Twitch. Хуже подключаю крайний мир. Дядю понял. Так, к северу отсюда он сказал. К северу отсюда. Хижина. Может быть, вот эта хижина? Ну, давайте посмотрим. Так, добрый вечер. Даньяр, здравствуй. Twitch полетел, не грусть, завис на одном месте и все. Как поживаете? Как Кысыч? Как он? Все нормально с Кысычем. Подожди. Это хижина? Джей. Блин, нам же еще надо с этим чуваком поговорить. Ё-моё. Не здесь. Ну смотри, ровно на север. Окей. Правда, я не думал, что будет так далеко. Ой-ой, продолжение бездомного. Да, начало, я бы сказал. Ли говорит, РДВ-26 у каждого по-разному. Тенра, вы в Казахстане? Да, я в Казахстане, в Алматы. Поник говорит Кусли. Можете просто писать Тенра, где хотите, вы меня везде найдете.
Прости, Тенрес, что так мало сижу на стримах, мне просто неинтересно про Геншин смотреть, прости. Все нормально, я понимаю, у всех свои вкусы, вообще не переживай. Жанель, Эндрюс спасибо. говорит, Гендо Ринга, пойдем сегодня? Миха Берман говорит, все нашел. Гендеринга... Мы же выполнили его, алло. Мы же его выполняли. Лисички. Хоп-хоп-хоп. Простите. Я не специально, но мне надо мясо. Ты правда думаешь, эти дети, о которых говорил странный самурай, живут здесь? Говорит Пайман. Говорит Пон 54. Пусть Пон... Чуть-чуть. Азиза говорит привет. Привет. Вы говорит осуждение. Кого? Зачем? Чего вы там копали? Я тоже хочу. Поник говорит, а какие характеристики у вашего сервера? Я просто боюсь его положить. Зачем ты Говорит, хочешь его я положить? давно к вам не заходил. И у вас до сих пор теория. Миха Берман. Ну, говорит, конечно. теория. Жена Латлизон А, говорит, кстати, я решила чат. пропустить чистые Надзумы. Слишком сложно для меня. Эндрюс говорит, Ну, в смысле, потом вернешься. У тебя в Выполнили? последний раз только в списке квестов появился. Не, мы его выполнили. Ты что? Мы же убили всех, нам там... Мы узнали, что там сидела поддельная Гендеринга. Или нужно еще раз прийти? Так, я хотел показать. У меня внезапно, Поник откуда говорит, ни возьмись... я не хочу его ложить, просто строю механизмы. Ну, если что, мы тебя забаним. У меня есть 15 круток внезапно. Не понимаю, откуда они появились. И еще, оказывается, у меня откручено Арлекина всего 40 круток сделано Арлекина. Вот. Поэтому... Крутки, да. Особо гадальный листок у тебя в квестах. Алло. Окей. Совершенно внезапно, да. Как у вас мало заданий? У меня на 55-м уже их куча. Но я же их прохожу. Погнали. Спасибо, я верю в поддержку нашего сервера. Обращайтесь. О, Ланьянь. Здравствуйте. Оно между C2. Холодное лезвие. Холодное лезвие. Черная кисть. Рогатка. Черная кисть. О, Розария. Предвестник зари. Черная кисть. Холодное лезвие. Прикольно. Можно еще докупить круточек. Так, вот за эти. Так. Поехали. Я вас верну. Розария жена. Мне, если честно, Розария вообще не нравится. Лук ворона. Миха Берман говорит, блин, кого ставить, Карликина тому или Ланья? Я не знаю. Да что ж такое, Розария, прекрати, Второй отстань. после деда сильнейший щитовик, да еще и дамажит знатно, говорят. Ли говорит, я молчу, я просто молчу. Ты просто молчи. Не надо. Рогатка. Меч небесного всадника. Ну, пожалуй, ну как так? Дан говорит, мне Арлекина есть числе выхода выпало. Тебе везет. Так, можно я вот это сделаю вот так вот? И вот... Хотя, ладно, пусть будет так. Жамила Тузон говорит, я эпос сначала драгоноборцы. проиграла на Орле и потом выбила. Везет. Все? Рогатка. У меня есть еще одна крутка, последняя. У меня, походу, не будет Михр Берман Арлекина. говорит просто Тома для пира резонанса, а Лань я не анимо. Паник говорит, я на 4 аках 50 на 50 проиграл. Ну как Ремка так? говорит Есть драконьей привета. крови. Привет. Все? Все, чат. Я в печали, я не понимаю. Игра Дани будет Ярши опять. Марденаов говорит, Карли лучше поставить Лань Янь в изумрудке. Так, путеводный свет 1. Доведите 4 феи до их садов на острове Жанила Наруками, Тузон в говорит, на Канадзуки и 50 на крутки острове выпало Яшура Кецин, Бенадзуми. а затем покрутила еще 50 и выпала Орле. Я так орала. Везет, Нека блин. говорит, ну блин. А меня игра булит. Я что-то хотел сделать, я забыл. Михр Берман говорит, меня тянуло до 86, проиграл си. и на 38 жалилась. Костил говорит, дароу.
Привет. Костил говорит, а чё так? А как? Костил говорит, поздно. Ну так вышло. Подожди, не понял. Еще одну. Капец. Нафига мне Розария? Жанела Тузон говорит, сколько у вас лек. 7, если Ленка не говорит, считать мне вообще Сигмы. Арликина случайно выпала Crying Face. Везет вам мне бы. Можно мне случайно Арликина выпадет? Алло, почему меня игра булит? Так, ладно. Коник говорит, еще найдите Самраку, клинок. короче, взял при мне, выбил Делюка, и через 3 крутки выбил Орле, я чуть не заплакал. Жесть, везет. Костил говорит, там Илой позаду про собеседование забыла, сказала Сирес несколько минут, а прошло полчаса. Мы вообще не видели детей с Арина мечами. говорит, Все, что у нас привет. есть, это меч воткнутый. Ника Самурай сказал, говорит, что мы я здесь тоже, найдем двух наверное, детей, сяду и поэтому смогу мечей выбить должно смайл, быть грустный 2, но смайл мы со нашли только слезой. один. Может, второй меч где-то рядом. Миха Пойма не Беремон понимает, говорит, что дайте тут с происходит. два Давай лань, просто хватит отнесем мне этот спять меч. Розарии, она была с ноль. Давай. Всем привет, Алина, привет. Так, где? Да. Спасибо, жена. Так, пойдемте. Мне когда-то случайно C2 кинч выпал. Я себе попытался достать из 40 курсов 2 кинча выпал. Жесть. Откуда? Можно такую удачу? Я не понимаю, как это работает. Ты нашла мечи? Старый меч, за годы без ухода утративший блеск. Я вспоминаю. Это меч одного из 2 детей. Тот ребенок, он и его... Спасибо за подарочек. Он и его друг прокрались в кузнечный цех, чтобы найти там 2 одинаковых меча, отбракованных кузнецами. Все сделанные там мечи были прекрасной работы, но эти 2 уступали в качестве, и те 2 детей... Теперь я понимаю... Над ними насмехались из-за того, что они не могли позволить себе мечи работы знаменитых кузнецов и вынуждены были пользоваться дрянными клинками. Я же говорю, что если меч рубит людей, он достаточно хорош. Разве мы приходим в этот мир, облаченные в золото и нефрит, и поле боя не различает людей благородного и низкого происхождения? Самурай, знакомо ли тебе пьянящее чувство битвы? Какой же я самурай? Нет. А надо бы достаточно всего одного удара, чтобы враг упал. И неважно, могущественный это генерал или обычный Ашигару. Но я не умру. Сколько бы мечников и ронинов не бросали бы мне вызов, я оставался непобежденным. Те, кто были мечниками лишь по названию, они бежали и падали, сраженные мечом. Ты единственная, кому удалось меня победить. Проклятье, проклятье! Как меня это угораздило проиграть? Проклятье, проклятье, проклятье! Еще раз, мы сразимся снова, но на этот раз я не проиграю. Ну, чувак, тебя жизнь ничему не учит. Год драться? Это ты? Я снова не прочь с тобой сразиться. Как многие говорили, пока Такацуки до Гире не укротил. Сколько ударов ты выдержишь? О чем ты говоришь? Это знак, что он любит односторонний разговор. Да, удачи, вот только кинч мне нафиг не нужен. Ну, блин. Вначале они попались, новички. Так, Тедра, привет, прости. Не было на прошлых стримах, уезжал в другой город. Все нормально, не переживай. Дела из личной жизни важнее, чем что бы то ни было. Коник говорит, о, у нас нет всего Я 2 не понял. блоков. Нет, 4000 или 5. Ты победила меня. Опять. Ты не расскажешь мне, где научилась владеть мечом? Неужели все настоящие мастера вот так скрывают свое истинное лицо? Ладно, я не собираюсь совать свой нос не в свое дело. Прошло столько времени с тех пор, как я так весело проводил время.
Отбросить все суетные мысли и полностью отдаться на волю клинка. Как это странно, мое тело тоже помнит это освежающее чувство. Это почти как... Я мог добиться признания, владеть всем в этом мире, когда я обнажал меч, когда все мое существо было нацелено на победу. Да, верно. Когда-то я обнажал этот меч, чтобы разрубить на части множество облаченных в доспехи тел. Я помню, как чувствовал себя тогда. Мору и честь можно было добыть мечом, и пока в конце битвы я смеялся последним. Разве это имело значение? Разве имело значение остальное? Награда достается победителю. Трофеи, слава, все время я пережил момент радости, правда? В свое время я пережил момент радости, правда? Когда я был увенчан честью, признан командирами, и вино лилось рекой. Вино. Как я мог забыть вино, которое пил при лунном свете вместе с товарищами? Как я скучаю по его вкусу. Ты вспомнил? Где ты его пил? Я вспоминаю, что мы были в большом лагере, и повсюду были люди, вооруженные и закованные в доспехи. Мы о чем-то говорили. Нет, не могу вспомнить. Возможно, ты вспомнишь, когда отведаешь такого же вина, которое пил тогда? Ты поможешь мне найти это вино? Да, помогу. Я перед тобой в долгу. Возможно, я и правда сумею вспомнить свое прошлое, когда выпьют такого же вина, как тогда. А могли те закованные в броню и вооруженные люди быть солдатами из лагеря? Если мы выступим отсюда на восток, то выйдем на преимущественно ровную местность, и, возможно, лагерь там. Давай. Так, материться в чате нельзя. Пятерочка, не дури. У меня вопрос. Как контроль мобов на тлане? Я не знаю, я же не был еще там. Так, 4 тенор уже не тот, такое бывает. Я пяточка. Ой, простите, пяточка. Так, она сказала на восток. Лагерь на восток? Оно? Ну окей, пойдем. Не видите, извините, работаю. Не, все нормально, просто ты это... Я предупреждаю, пока не сильно ругается. Давно хоть фазму играл, а сейчас нет. Ты не тут играешь. Так, я играю в фазму, алло. То, что ты не заходишь на фазму, это я же не виноват в этом. Пацаны, есть вино. Так, что там надо? Узнайте у солдата о вине. Это война. О, давай у тебя. А? Почему простолюдин, как ты, бродит по военному лагерю? Ты знаешь о безымянном самурае? Не служит господину и не убивает врагов на поле боя. Должно быть человек, о котором ты говоришь, Ронин. В моей армии такому человеку не место. Кроме того, здесь в военном лагере приказ ценится превыше всего. Гражданским не положено расхаживать здесь, как у себя дома. Уходи сейчас же. Так, слышь. Так. Зачем путешественница помогает всем подряд? Зачем путешественница помогает всем подряд, если ей нужно просто найти брата? Ну, добрая душа. А тут французский употреблять нельзя? Нельзя. Так, сейчас запрещаешь всем играть. Раньше можно было... А было, ты изменился. Ну, значит, изменился. Ранг 52. Кстати, а не странно ли левому челу вино таскать? Тоже верно. Споем пацана. Надеюсь, этот хрупкий мир продержится еще хоть немного. Ты знаешь о безымянном самурае? Мне никогда не доводилось слышать о столь странном человеке. Ты обратилась не по адресу. Понял. Извините. Мацудайра. Сопротивление Сангамии тот еще сброд. Ты знаешь о безымянном самурае? Родом из рыбацкой деревушки, вступил в армию, и это манера выражаться. Думаю, я знаю, о ком вы говорите. После той последней битвы мы многих не досчитались, в том числе и того бойца. Как правило, пропавшие без вести это либо дезертиры, либо те, кто покупает себе ферму. Те, кто покупает себе ферму, простите. Не тот ли воин
Но тот воин, при его мастерстве сомневаюсь, что тому сброду из Сангономии он оказался по плечу. Я думал, что он сбежал. Никогда бы не подумал, что он потерял память и стал безумцем, помнящим лишь, как держать меч. Что ж, вы явились сюда, чтобы расспросить о нем, или вас привело еще какое-нибудь дело? Прошу, помоги вернуть ему память. Мне хотелось бы узнать его прошлом. Его прошлом, насколько мне известно, оно было вовсе не радужным. Но ты, видимо, хороший человек, раз уж ты преодолела такой путь просто, чтобы помочь ему. Как его старый друг, я бы хотел помочь ему, но... Как ты видишь, у меня здесь есть обязанности, и бросить их я не могу. Мне всего лишь нужно вино, которое он пил когда-то. Вино? Так это все, что тебе нужно? Вино у меня есть. По правде говоря, я отдам вам всю собственную бутылку. В то время, когда он был еще в армии, мы с ним и его другом из родного города случалось пили вместе, простите. Оба они были из низкого происхождения, и те глупцы из богатых семей часто над ними издевались. Он был суровым мужчиной, и ему не было дела до того, как его могут убить. Он просто без разбора бросался в битву. Наш генерал очень его любил и повысил их с другом до звания Хатамота. Но во время той битвы... каждый раз, когда я думаю о прошлом, в голове всплывают разные неприятные вещи. Не стоит говорить об этом, так что я не буду. Что ж, вино вы добыли. Если вам больше ничего не нужно, то вам лучше уйти. В конце концов, это военный лагерь. Здесь, если задержитесь здесь чуть дольше, вас могут неправильно понять. Окей. Так, У него 52 ранг почти. Нет, у меня уже 53 идет. Ой, не то. Вот. Вот у меня уже вон. 53 уже идет. Так, весь сюжет страны там, по сути, должно быть фиолетово на всех. Ну, блин, люди разные. Все-таки представим, что наша ГГ, она очень добрая, милая девушка, которая попутно помогает всем. Набирается опыта, узнает информацию, все дела. Чем больше поможешь людям, тем больше связей. На самом деле в реальной жизни так. Когда ты людям помогаешь, у тебя появляются связи, ты можешь делать немножко больше, чем мог до этого. Так как там кроется незаконный оборот выпивки. Кстати, по мне тендер не изменился. Все такой же классный. Спасибо большое, Нека. Ты достала вино? Да. Старый кувшин с вином, источающий приятный выдержанный аромат. Это вино. Оно горькое. Так не должно быть. Я помню, что вино, которое мы тогда пили, было другим. Вкус у него был волнительный и радостный. Мы сражались и добывали славу. Так почему же нам не быть довольными собой? Тогда почему же вино кажется не таким горьким? А этот кувшин, я помню. Он брал в руки этот кувшин и говорил: «Давай, Масанори, выпьем еще!» Масанори! Масанори! Неужели это мое имя? Значит, что имя Масанори? Да, я вспомнил. Мы часто пили с одним человеком, и мы с ним были как братья, и много разговаривали. Но как-то раз он сказал что-то, что привело к ссоре, и он ушел. Он был мне братом по оружию, с которым мы прошли через все тяготы. Почему же он ушел вот так? Почему? Что я сделал неправильно? Ты не знаешь, самурай? Возможно, этот вопрос тебе нужно задать себе. Возможно, тебе лучше было бы не знать. Задай себе. Но я хочу знать, я должен. Прошу тебя, я хочу узнать это. Я хочу. Давай. Так. Тихо. Ты что, опять? Ой, опять с тобой драться, ну что ж такое? Голова болит, прошу тебя, сразись со мной еще раз. Используй клинок, чтобы помочь мне вспомнить. Помоги мне все вспомнить. Может, мне взять камень и тебе по голове дать? Дай-ка подумать. Что ж, приступим. Давай скрестим мечи. Давай. Так, а мне еще столько восстанавливать на телефон фига.
Виноградный сок. Ну да. И чё? Ничему жизнь пацана не учит. Вот прям совсем. Масанори. Ой, его имя теперь подписывается. Вместо этого просто непонятного чувака Масанори написано. Эпик, привет. Трижды проиграть одному и тому же человеку. Да что со мной такое на этой неделе? Почему-то мое мастерство фехтования, которое я оттачивал до сегодняшнего дня, оказалось вдруг таким никчемным. Никчемный, я никчемный самурай. Погоди, я вспомнил. Я увидел, как у кого-то из рук падает меч. И это был не Такацки Догире. Почему ты имя меча помнишь? Еще и такое сложное, алло. Увидев этот меч, я задрожал, и храбрость оставила меня. Ты убил своего друга, да, собака? Я испугался того упавшего меча и убежал оттуда, и оказался здесь. А где же то место? Я бежал по приливным равнинам. Именно там шла битва. Почему я так испугался меча? Что там произошло? Я помогу тебе вспомнить. Я помогу найти этот меч. Вспомнить? Я должен вспомнить тот меч. Тот меч. Эх, дурак, ох, дурак. Но он по-любому убил своего друга. Дурак? Дурак. А это все понты. Понты до добра не доводят. Так, а что вы тут делаете такое интересное? Тихо, пацаны. Я вот сейчас сюда шел. Идет на пафосе. Алло. Ну, нужно вот так вот сделать, и все, всем капец. Все. О, еще пацаны. Тамото? Все? Все. Почему? Кто меня там бьет? Ты чё? Все. Это ж Чиори, пафос это ее. Ну блин, она же модная, алло. Ну просто так прям пренебрегать противниками. Пацаны, я ищу меч. Есть меч? А если найду? Тихо. О, какой-то сильный дядька. Ну давай. А у тебя друга не было Масанори? Слышишь? Друг Масанори есть? Пойдем. О, ты вышел, я думал, ты у меня в подвале теперь жить будешь. Ну ладно. Видимо, не судьба иметь в подвале самурая. А все меня это склерозик заразил, тоже виноградный сок хочу. Так. Тенра, как ты решил снимать стримы? У меня были проблемы со здоровьем, я повредил позвоночник. У меня были сильные боли, и я решил постримить, чтобы отвлечься. Было первый раз 22 июня. И с тех пор я стримлю. Друг Масанори есть, а если найду? Да. Так, найдите клинок, о котором упоминал Масанори. Вот этот? Тихо. Ух ты. Пацаны, я за клинком. Квестовые пацаны. Не люблю квестовых пацанов, потому что с них вкусняхи не падают. Вытащить. Знаете, что я хочу проверить? Совпадает ли описание, когда я отдаю что-то? Что такое? Семена. А, семена мы же можем посадить. Мы подобрали меч. Да, совпадает по-любому. Окей. Так, возвращаемся.
Проблемы с позвоночником, ужас. Сейчас, надеюсь, все хорошо. Но сейчас все норм, да. А какая была первая игра на стриме? Первая игра на стриме была Майнкрафт в VR. У меня ролик в ТикТоке, можете полистать в самый низ. Там есть самые первые ролики. Там, где первая игра будет Майнкрафт, это как раз было с первого стрима. Тенра какая была... Вспомнить. Я должен вспомнить тот меч. Тот меч. Старый клинок, который кажется вам знакомый. Он криво воткнут в землю на поле боя. Мне знакомым или ему знакомым? Это тот меч. Да, это был его меч. Но где он сам? Он пропал? Но мы договорились, что вернемся домой вместе. Что с тобой? Почему его здесь больше нет? Почему так случилось? Что такое? Что? Я тебя не трогал. Алло. Ты чё, психанул? Я никого не трогал, если чё. Меч в земле был. Я серьезно говорю. Ты где? О, как ты отхилился? Побеждено врагов. А ты как отхилился, алло? Чё, ты? Смотрите, он у него как будто вампиризм. Алло. Мне ж интересно стало посмотреть самое первое видео. У меня тоже по проблеме с позвоночником. Беда. Так. Я на голову побежден. Чтобы научиться владеть мечом, я поставил на карту все. Но боевые искусства, которым я так поклонялся, потерпели полное и сокрушительное поражение. Ты пришел в себя? Так ты больше не будешь со мной биться? Ты пришел в себя. Не стоит беспокойства. Я потерял контроль. Никогда больше не подниму на тебя руку по своей воле. Я 4 раза сразился с тобой, и свое удовлетворение я восстановил. И в свое удовлетворение я восстановил утраченные воспоминания. Добыл 2 меча и бутылку вина. Я доволен. Кроме того, чем больше я вспоминаю, тем сильнее ощущаю гнев и боль, которые поднимаются из глубины моей души. Возможно, мое прошлое и правда было похоже на красивую сказку. Если я продолжу упорствовать, то вряд ли многого достигну. Так что лучше прекратить попытки. Тем не менее, было приятно с тобой встретиться. Я ни о чем не жалею. Взаимно. Эх, ты правда говоришь, что думаешь? Вообще-то, блин, я нажал не тот ответ, а он все равно выбрал, как будто я нажал другое. Тоже хочу быть с тобой откровенен. Возможно, для тебя я всего лишь поверженный враг. Но если хочешь, мы сможем впредь с тобой беседовать. Сможем, конечно. Войны заводят самураю крепкую дружбу. Что? Войны заводят самую крепкую дружбу, когда скрещивают мечи, а не когда беседуют за столом. Мы с Такацки Догире останемся здесь. Будем смотреть на море и слушать ветер. Мы все время будем здесь, готовые поговорить с тобой, когда ты этого захочешь. А зачем мне с тобой говорить? Ну давай попробуем. Вот и ты. Сразимся? Я хочу поговорить. Я отверг свое прошлое. Мне с этим миром нечего больше обсуждать. Если ты ищешь с кем поговорить, ты обратился с ним по адресу. Ты только что мне сказал. Да, ты сказал, что язык, война, все дела. Но, чувак, прошу тебя, уходи. Ладно, давай я тебе леща дам за то, что ты выпендриваешься. Давай. Собака немытая. Сейчас ты отхватишь. О! Нет, я думал, у него больше хп как будто бы стало. А ты все такой же никчемный, но его вампирик так и работает. У него прям восстанавливается хп. Да. Ну-ка ты чё за читы, алё?
Можно мне такой же вампиризм? Точнее, полный реген. Мне дали еще одну ачивку. Окей, я думаю, на этом все. Короче, на сервере играет, там на координатах есть дом. Завещаю механизмы и ресурсы, которые там есть, тому. Ты что, уходишь с сервера? Я бы очень хотел, чтобы была русская озвучка. Но я не думаю, что здесь будет когда-либо русская озвучка. Войны забыты ссоры. О май. Так, здесь есть электрокул, но я его не вижу. Наверху нету. Я в упор развился. Ну, как хочешь, как бы, играть на сервере не обязательно. Тем более это ванила, многим это будет просто скучно. На любителя, я бы сказал. Просто он уже там подвисает. Подвисает, но это я поправлю, это не проблема. Да где он? О, та-та-та-та-та-та. Ты что, хотел скрыться от меня? Так. Так, сюда мы не идем или идем? Вот этот квест мы удаляем. Вот здесь же был мужик какой-то. Как его звали? Так, не здесь. Вот здесь... Здесь же? Ксавье. Особый гадальный листок, поехали, закончим. Ща. Здесь же был мужик Ксавье. Он вот там. Он вот тут. Я вернулась с возвращением. Да, он здесь. Может, завтра к тебе в гости приду. Хорошо. Ксавье. Мы с тобой что-то делали, ты помнишь? Там Фатуи. Приветствую тебя, моя дорогая девочка. У меня есть две новости про Горн Микаге. Хорошая и плохая. Какую хочешь ты услышать первой? Давай с плохой. Плохая новость заключается в том, что Фатуи все еще безобразничают в Горне. Они, очевидно, ищут способ наложить свои грязные лапы на ядро Татаригами. А хорошая новость в том, что ядро пока не получило серьезного ущерба, и я могу его отремонтировать. Фатуи наверняка были бы не в восторге, услышав это. Но если бы мы позволили и дальше бесчинствовать, мы можем утратить контроль над силами Татаригами, и весь этот остров взлетит на воздух вместе с нами. Но если мы займемся только Фатуи, энергия, накопленная куполом, все равно достигнет критического значения. Значит, нам придется одновременно заниматься и щитом, и ими. В целом технически и сугубо субъективно. Перед нами стоят две проблемы – Фатуи и Татаригами. Но судя по тому, как развязывается ситуация, прошу прощения, мы в ходе решения первой проблемы, скорее всего, столкнемся со второй. Следовательно, в нашей ситуации необходимо. Ты хотел сказать «да». Да, абсолютно верно. Мы должны решить обе проблемы одновременно. Но давай не будем торопить события. Как говорят в Лиуэ, торопливый не съест горячий тофу. Ты знаешь пословицы из Лиуэ? Я бывал в Лиуэ. Я считаю этот образчик мудрости прекрасным сувениром с той поездки. У меня есть много таких сувениров из других краев. Хотя я должен признаться, сувениры из Манштата я уже все выпил. Было очень вкусно. Вернемся к делу. У меня есть крохотный планчик, чтобы разрешить эту ситуацию с Горном Микаге. Но мне потребуется твоя помощь. Так точно. Решительно и готова к бою. Вернемся к теме. Возьми, пожалуйста, эти сенсорные маячки. Твоя задача — установить их в разных местах. Эти маячки будут собирать данные о дисперсии и
и плотности энергии Татаригами в Горнем Микаге. Благодаря этим данным я смогу разработать более подробный план. Как работают эти маячки? Вот самое простое объяснение. Эти инструменты используют силу элементов, чтобы оценить и обсчитать все прочие виды энергии. Я говорю простое, но объяснение это не так просто. Но, полагаю, начать можно с теории 7 элементов. Итак, продолжать не стоит. Как пожелаешь. Я отмечу на твоей карте места для маячков. Я рассчитываю на тебя, путешественница. Давай. Я думаю, если была бы русская озвучка, то был же вариантом для Пайман. Ну да, Пайман самая лучшая, и она вообще классная, вообще такая, уф. А это что такое? Зачем я здесь метку ставил? О, самый сундук охраняет. А тут что? О, малыш Куджирай. Тенра, хочешь сыграть в Темари? Это этот дурачок. Давай сыграем. Ура! Цель игры состоит в том, чтобы за отведенное время найти Темари. Давай. Так. Мика говорит «Здрастите». Здрастите. Паник говорит «Тен, расскажи, я не летающая консерва». Я не летающая консерва. Эндрюс говорит, точнее, один из дурачков, которых по всей Инадзуми тьма. Мика говорит, как так вышло, что стрим прошел мимо меня. Я не знаю, я сделал анонс. Нека говорит, уведомление в этом. Арина говорит, стояла на дереве. В Телеграме, уведомление в Ютубе, Твиче, ТикТоке, а ты все пропустила, прям все пропустила, мать. Как так сделала? Зачем? Мика говорит, ага, анонс мне только что пришел, хаха. Капец. Ну, запись как бы есть всегда, посмотришь, мы там безымянного проходили. Мазохиста безымянного. Кирлив говорит, Мика, приветик. Так, ладно. Еплай говорит, круточки еще были. Да, еще было 16 или 17 Мика круток. говорит, запись посмотрю. Ой, как посмотрю. Собака, давай. Мика говорит, Кирлайф хаюшки. Арина говорит, ты просто мячик не увидел, ты слепой салутинг фейс. В смысле не увидел? Вы что? Мика говорит, Арля досталась тебе. Паник говорит, все Тенра, давай удачки. Давай. Он Паник наверху говорит, был? все им удачки. Нека Вот говорит, этот? 17 круток. Ё-моё. Отстаньте, чат. Все. Собака. Так, он нам отметил... Не отметил. Колом, проблем Черногории, пустос. Задание Шмацбан. Да, кстати, есть. Жертвоприношение. Мика говорит, красивые женщины не хотят в твой гарем, ясно, понятно. Осуждаю таких женщин. Женщины должны быть у меня. Им будет так хорошо. Я же такой заботливый и добрый, алло. Арина говорит, а тебя сегодня не утащили бабки с Call and Crowds Bonds for CV Speaking Key. Какие бабки? Давай. Так. Вот здесь есть этот электрокол. Но я его не Мика вижу. говорит, слишком многих озабочиваешь. Нека говорит, хах-хах-хах-хах. Кирлив говорит, а вот красивая женщина все-таки пришла ко мне на акт, хоть и ее опередила Кека. Везет. Еплай говорит, ты сет Лоли собираешь? Подозрительно. Пира Милфа тебе не нужна. Нужна.
Как это не нужно? Что за глупости? Жарит. Арина говорит цветок и его Спасите. кастрюля Микфейс Спасите. Whiskers of Joy. Спасите! Так, у меня хилки есть, это главное. Инфей, хилься. Плохо, что щит деда не работает. Вот где электрокол, я не понимаю. Он где-то совсем внизу, там можно в Арина дырочку говорит, попасть. можно с игроками задания выполнять Face With Raised Eyebrow. Такие нет, насколько я знаю. Нека говорит, завтра будет стрим. Завтра будет стрим. Так. Так, собака. Нека говорит, нет, можно пойму. Ай-яй. Мычки. Арина говорит, ты какой завтра Да будешь отстань. снимать стрим? Не устал, Фейс? Завтра утром, может, скорее всего, не будет стрима. Он будет днем. Ай-яй. Нека говорит, по-моему. Но будет Майнкрафт, будет Генш, скорее всего. Я пока точно сказать не могу. Ух ты. Что там такое? Эндрюс говорит, у тебя счетчик Гейгера звенит. Что? Ника говорит, отосплюсь утром. Тут барьер. Кикай. Меня шарашит. Арина говорит, я еще не хочу выбить персонаж Кузу там сап. Так, ставь. Так, это надо... Это тут головоломка, это окей. Что это? Я хотел тебя потрогать, но не хочу теперь. Можно мне потрогать электрическую кабалу? Пожалуйста. Пацаны, вообще не за вами пришел. Арина говорит, а ночью на другом ночью стреляли, я чула скол, с разбонисех присионли с Фейс. Все, сейчас разберемся. О, ничего себе ты. Пацаны, полетать. Фатури, ну все, я же могу вас вообще всех тут зачистить и все. Чего тут он парится, этот Ксавье? Пустите меня. Нека Ты чё говорит, такой у тебя так радиация идет. Ай-яй. Сейчас. Кто умер? Прекрати. Так, сейчас. Пути. Сейчас приду. Так. Ты там меня била, да? Ты там меня била, да, Макс? Что, добилась? Добилась, блин, собака. Так, тихо. Бегим. Арина говорит, можно с тобой дружить, поиграть в гости, и все, и потом я выйду 10 минут, только Face With Raised Eyebrow. В смысле? Арин, ты говоришь про сейчас? Просто я сейчас сюжетку прохожу. Ты потом залетай без проблем. Я же открываю иногда в этот коуп. Кэрри Мелкер говорит, тут нет. еще один есть. Нека говорит, радиация булит. Радиация булит вообще. Прям осуждаю радиацию за кибербуллинг. Керлив говорит, КСТ от них лучше далеко не отходить, а то иногда они могут отъедиться. Да я знаю. Я понимаю, как работает. Так везде работает такая механика. Так, маячок здесь мы поставили, все, уходим. О, беда, сейчас будет. Это наверх? По-любому наверх. Хотя нет, может быть, вон туда. Нека говорит, так можно вроде совместный режим в сюжетом. Нет, сюжет точно нельзя совместный Арина режим, это говорит, прям Ико, а 100%. тебя бабки утащить, господи, муха, Face Whiskers of Joy. Блин, они наверху точно, да, он же мне показывает. Дани стрелочку. Ярши Марденауф говорит, лучше над П сверху. Вот, это пойдем. Зачем я это собираю? Ну, мне надо.
Я не знаю зачем, но мне надо. Халява же. Так, ладно. Куда нам? Туда? Пойдем. О, один рядом. А на втором мы полетим. Тут же можно летать. О, как вас тут Арина говорит, а я много. за тобой слежу, я слежу там за тобой, так попугайчик из дома Салутинг Фейс. Кэрри Мелкер говорит, я последнюю часть этого задания проходила в капе. Ну окей, ну посмотрим. Ай-яй-яй-яй. Пустите, пустите, пустите меня, пустите, пустите. Ты зачем так делаешь? Не паникуй меня, мать. Так. Столько вкусняк. Мне так нравится, когда вкусняхи с мобов падают. А, ой, здесь было. Отстаньте. Тут был сундук? Мне надо отдохнуть. Арина говорит 20, 31 их прессионлис фейс. А как? 20-31. У меня 22-30. У меня 23-31. Сейчас. Что там такое было? О, это жук. Бери. Керлив говорит 3 часа 31 минута ночи биминг фейс вис смайлинг кейс. Капец. Алло, спи давай, Кэрри ты Мелкер чё? говорит, у меня 21 час 31 минута. Ой, а мы тут были. Арина говорит обозначение богато друзей 97, у меня их много, я крутая, туц, тудудуц, туц, туц. Тут. Аня Мика говорит, в такие моменты этот саженец с электрогранумом хочется вместе с корнем в карманы засунуть. Смайл печаль. Нека говорит, Тенра заикаться начал. Когда? Арина говорит, фейс вис рейз тайбрауэр. Так, прекрати меня Дидар булить, говорит давай мои Эмма. сундуки, алло. Говорит, у меня 23 часа 32 минуты сейчас. Ну, у нас с тобой одинаковое время. Арина говорит, у меня целый день попугай спевает птичка-птичка. Я не к тебе. Пацаны, я и не к вам. О, Кэрри Мелкер говорит, убить Ника, хотят. я с тобой согласна. За что хейт? Сахароза, Сахароза. Арина говорит, тебя убить, качать тебе ботинок дождь. Очень интересно, ничего не понятно. Так, дайте мне пощупать штучку. Вот эту. Хелься, ты что? Прекрати, мать. Арина говорит, а ты ненавидишь войну, война. Это тупая война, neutral faces call and crowds bonds. Войну и Аня Мика говорит, щуп-щуп политику не штучку. обсуждайте на стримах, пожалуйста. Арина Что? говорит, Кто? арабская дождь. У нас стримчик, где мы отдыхаем от всего бреда, который происходит в этом мире. В этой чуши. Понимаете? Поэтому мы здесь не думаем о таких вещах. Нека Мы говорит, смотрим, я как чуть под твой стрим страдает. не заснула. Такое бывает. Керлив говорит, эх, стримчик так не хочется пропускать. Все, хорошо. Ты же можешь в записи всегда посмотреть. Так многие делают. У меня большинство смотрят в записи. Дидар говорит, шари шорты, шари шаманы. Тихо. Что? Ты о чем? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, все, мы все сделали. Я бы еще здесь собрал Керлив бы... говорит, у меня там накопилось ужин.
Собрал бы Арина электроку. говорит, омская ночь, арабская ночь, бабки тебя украдут, такие ноты утащить в мусорку, ты пойди и по идеев. Муху ботинок погулять и сосиски и кидать. Что это за песня? Кэрри Милкер говорит, интереснее сидеть на стриме, чем смотреть запись. Ну, это понятное дело. Я пропустил его где-то, да? Потому что я прям не вижу. Анимика говорит, Арина, за бред, в мут улетишь. Керлиф говорит, согласна. Так, ладно, пойдемте возвращаться. Арина говорит, я всех игроков забаню в мусорку Face Wisters of Joy. Нека говорит, зато когда на стриме сидишь, можно пообщаться. Можно. Напишите, кстати, комментарии к видео, потому что не так часто комментарии оставляют. Смотрит много, а комментарий мало оставляют. Что за беда? О, Салам, как ты? Привет, все нормально, как твои дела? Ты расставила маячки? Да. Отлично. Теперь лишь осталось дождаться, пока они соберут все данные. Откуда ты знаешь, где их нужно расставлять? А эти маячки продаются? Я же входил в команду проектировщиков Горна. Разместив маячки в этих точках, можно получить практически всю информацию о происходящем внутри. Знаешь, если мы поставим в этих местах очистительные устройства, наши проблемы будут решены в мгновение ока. Господи, Флоа выйдет из себя и будет в ярости, когда узнает о сложившейся ситуации. Ладно, спасибо за помощь. Пожалуйста, возьми это. А еще через какое-то время мне придется попросить вернуть эти маячки. У меня нет глаз бога, потому я не могу находиться в зонах, в которых бушует энергия Татаригами. Кроме того, Фатуи все еще там. Вряд ли на всем острове есть хоть один человек, кроме тебя, способный справиться с ними и в то же время разобраться с Горном. Ну да. Так. Все. И у нас еще Гендоринго. Так. Мне быстро выпало. Скиньте ссылку на запустик. Это тут как хотите. Гендоринго, привет. Ящик с предсказаниями. Давай. Текст один и тот же. Испытать удачу. Так, я попью пока. Давай. Не туда нажал. Прекрати. Привет, путешественница. Ты хочешь сегодня расшифровать надписи на своей гадальной палочке? Посреди туманной ночи. Ладно, дай мне, пожалуйста, свою гадальную палочку. На тебя всегда можно положиться, если бы только Фатуи? Если бы только Я хочу сказать, если бы только фантастическая возможность увидеть твою доблесть в бою оказалась реальностью. Когда-нибудь увидишь обязательно. По мордасам тебе надаем. Так. Мы по-любому по мордасам надаем. Гадальная палочка, которая с пометкой в непримечательном месте. Ее можно обменять на гадальные листки в великом храме на руками. Это не то. Подожди. Так квест активирую. Тайна скалистых трясин. Шумацубан. Пойдемте. Ай-яй. Пойдемте. Так. Залагала как попугай. Если она проблема, не смогу войти в ТГ. Так, зачем ты пишешь об этом на стриме? Ты используешь стрим как личный дневник, мне кажется, иногда. Не. Так, так, а можете рассказать
Трошки? Что такое трошки? Вход здесь прямо перед нами. Да, мы тут были, мы что сюда. Госпожа Генда сказала, что свяжется с нами, если появятся новости. Но ведь это было так давно. Так, с ней ничего не случилось, идем скорее к ней. Пойдем. Ну, тут мы все собирали. Вот тут мы сидели. Ах, клетка такая родная. Эти воспоминания, когда я сидел в клетке, как меня кормили. Так, дорогой дневник, да. Генда-Ринга. Смотрите, кто пожаловал. Что? Так вы пялились на меня с того момента, как вошли? Да. Госпожа Генда, ты выглядишь совсем по-другому. Что-то изменилось, пока нас не было. Не переживай, мы обязательно тебе поможем. Изменилось? Ты о чем? Блин, а может ее реально Фатуи тоже подменили? Не нужно беспокоиться обо мне. Это вы были совершенно беззащитны там, на улицах. Эй, такое отношение. Ох уж этот знакомый ужасный тон. Да, вот это наша госпожа Генда. Что вы там бубните? Ничего, мы так рады, что ты в порядке. Для нас, ниндзя, каждая внешность — это маскировка. Теперь у меня новое задание. И сковывающее одеяние жрицы мне больше ни к чему. Ты разденешься? В этом случае эта самозванка до сих пор использует имя Генда-Ринга. Самозванка до сих пор использует имя Генда-Ринга в Великом Храме Наруками. Теперь зовите меня новым кодовым именем. Мое имя ясно? Момойо, ясно? Ясно, госпожа Момойо. Так точно, госпожа Момойо. Ладно, вернемся к делу. Вообще-то есть причина, по которой я не давала о себе знать. И что же случилось? Ранее я предположила, что фальшивая Генда проникла в храм, потому что считала вас членами Шумацубан и собиралась пробраться в сам Шумацубан. Логично, если бы она попыталась чаще выходить с вами на связь, чтобы предпринимать дальнейшие шаги, но в последнее время наступило удивительное затишье. Но правда, давненько мы не получали от нее заданий. Опыт подсказывает мне, что Фатуи, должно быть, сами претерпевают некоторые изменения. Возможно, они затевают что-то масштабное. Не к добру все это. За этим я и позвала вас сегодня. У меня для вас задание. Выясните, что замышляют фальшивая Генда и Фатуи. Мы сами должны выйти на нее? Не надо, пока не будем ворошить осиное гнездо. Недавно мы раскрыли 3 Фатуи. Прикиньте, что вы одни из них, и попробуйте вытянуть хоть какую-нибудь информацию. Ох, такое сложное задание, и ты так спокойно об этом говоришь? Хватит ныть, я все уже продумала, вот вам список кодовых фраз. Список кодовых фраз? Верно, Фатуи ведут себя по-разному, в зависимости от того, какому предвестнику они служат. Те, которых мы раскрыли, пользовались кодовыми фразами, чтобы узнать друг друга. Все их кодовые фразы записаны здесь, возьмите. Звучит круто, покажите, Пайман, покажите! Список кодовых фраз Фатуи, земляки, забывшие свою родину, самоидентификация Фатуи, подход, выполнение заданий операции, загорать, притаиться, залечь на дно, разбить тарелки, совершить смелое действие, мыть посуду, быть обнаруженным и схваченным, сжать левую руку, отомстить, сжать правую руку, заключить союз, разжать левую руку, совершить предательство, разжать правую руку, простить, южный ветер, все хорошо, северный ветер, все плохо, краб, Нечный краб, кузнечный краб, Международная торговая ассоциация. Возможно, потому что они не из Надзумы. Краб, комиссия Канджо. Возможно, потому что они служат Сёгуну. Нечный краб. Какой краб? Какой там краб есть?
Краб. Потому что они плохо на Кайраге. Железный кто-то, Шумацубан, крабы — это уже слишком. Бесит просто. Та-та-та-та-та. Первые слова довольно четкие, но постепенно почерк становится все менее и менее разборчивым. Пока появляются разные признаки сырости от воды. Да, почерк такой себе, квадратами писать не очень. Солнечный краб, наверное. Солнечный? Есть такой краб? Краб Нобуши, наверное, так. Краб Нобуши не подходит. Ну окей. Ого, да тут почти одни каракули, да еще и все размытые водой. Пайман ничего не может разобрать. Водой? Наверное, это слюна. Слюна? Наверное, не так просто было поймать эту коротышку, что сильно в проникновениях. Я впечатлена тем, как долго она обходилась без сна, чтобы все выведать. Кажется, я знаю, о ком ты говоришь. В любом случае, запомните кодовые фразы, остальное зависит от вас. Приспосабливайтесь, импровизируйте и боритесь. Одна из нужных вам целей притворяется сумерийцем и нередко ошивается на побережье острова Рита. Узнать будет несложно. Еще двое действуют в Инадзуме. Мужчина одет торговцем, а женщина работает под прикрытием на горячих источниках Сигуната. Ясно? Я задержусь в убежище еще на несколько дней. Нужно подготовить для задания несколько фальшивых трупов. Я уже отметила местонахождение Фатуи на карте. Идите и возвращайтесь скорее. Беда. Так, давайте я что сделаю. Я на всякий случай сфотою вот это. Да. Вот так вот, чтобы у нас была фоточка. Некий никогда не унывающий член Шумацубан записал эту таблицу с кодом Фатуи. Прочитав ее, вы просто не узнаете... не просто узнаете, что Фатуи очень странно изъясняются, но и поймете, что тот, кто писал таблицу, был настолько погружен в сон, что слюна насквозь пропитала бумагу. Кто бы это мог быть? Так, ну пойдем сюда. Что за коротышка? Саю? Кроссворды разгадываем. А 4 Sonic 227, долгий мультик, это очень долго ждать. Зато GTA 5 скоро. Один из шпионов Фатуи где-то поблизости. Помни, сохрани спокойствие, веди себя естественно, иначе наверняка заподозрит нас. Так. А я должен ходить или не должен ходить? Я что, не туда пришел? Ну вот это прям Фатуи. Интуиция подсказывает Пайман, что это Фатуи. Бузулик. Так вот же прям Фатуи, этот, и снежный чувак, Егор. Ты Крид? Легендарное сокровище. Ну разве не захватывает дух? Сокровище? Ты это слышала. Это проблематичненько, Но, судя по твоему снаряжению, ты опытный искатель приключений. Что ж, тогда я буду с тобой честен. У меня есть друг, который уже бывал в Инадзуме. Он рассказывал мне много легенд о сокровищах Инадзумы. Он также упоминал много мест, таких как древняя Кондо, или как там это место называется. К сожалению, я пока не могу покинуть Рита. Если ты сможешь найти способ попасть в город Инадзума, не могла бы ты помочь мне расспросить местных? Окей. Ладно. Но и это... Ты где? Пропал. Из-за того, что день? Или квест я взял и все? Я же не брал квест.
Музылик, а? Вы ищете меня? Давайте сначала можно поинтересоваться, кто ты? Меня зовут Бузулик, я торговец из Сумеру, сейчас я веду дела на острове Рита. Пока я на отдыхе, если хотите обсудить дела, то приходите через пару дней. Окей. Да, что-то случилось? Уровень дружбы. Ну, вообще-то мы... компаньоны, забывшие свою родину, земляки, забывшие сообщники, забывшие свою родину. Так, подожди. Земляки, забывшие свою родину. Ага, такие молодые, а уже земляки? Эй, ты нас недооцениваешь! И давно вы на Дзуме? Освоились тут? Не так давно, но, можно сказать, освоились. Так полагаю, вы уже встречались с этими крабовыми генералами? Сколько от них же хлопот? Ого, особенно эти налоги, ограбления и все такое, да. Фатуи, загорать, мыть посуду, сжать левую руку, рыжать. Краб, международная торговля. Особенно эти налоги. Так, подожди. Крабовые генералы. Комиссия Кенджи, возможно, потому что они все было. Ограбление, налоги. Если серьезно, то раньше на Рита не было ничего хуже налогов, но после недавнего упразднения охоты на глаза бога они сильно снизились. С другой стороны, после этого случая с нашей госпожой они очень бдительны, и мы не можем действовать опрометчиво. Наша госпожа, наверняка он говорит о сеньоре. Довольно о крабо-генералах. Нынче и железные крысы приносят все больше хлопот. Так, железные крысы, Шумацубан. Крысы это уже слишком бесит. Я только вернулся из похода, пожалуй, позагораю на острове Рита. А то как-то раздул сильный северный ветер. Так, подхода, пожалуй, позагораю. Загорать. Притаиться, залечь на дно. Поход, выполнение задания операции. Северный ветер. Все плохо. С этим стоит поздравить, это ужасно, мои соболезнования. Ох, тебе спасибо. Говорят, в последнее время немало наших земляков отправилось мыть тарелки. Так, земляки это Фатуи. Мыть тарелки. Мыть тарелки, быть обнаруженным или схваченным. Кто знает, как долго мы сами тут продержимся. Сюда. Кстати, наставник упоминал, что появляются новые члены, которые будут работать с Людочкой. Людочка! Должно быть, вы из них, верно? Ясно. Ох, я извиняюсь, последние дни я на взводе, потому что поэтому так долго вас испытывал. Очевидно же, что вы из наших знаете все кодовые фразы. Путешественница, как здорово, кажется, он нам полностью доверяет. Что вас ко мне привело? Если честно, то мы хотим узнать о нашей землячке Людочке. Именно, все-таки нам вместе работать. Понятно. Вообще-то я и сам никогда ее не видел. Знаю лишь, что сейчас она внедрилась в великий храм Наруками на вершине горы Його. Ах, ей так повезло, хоть мы и выросли в одних условиях, но таким, как она, людям с кровью Надзумы куда легче создавать фальшивые личности, понимаете? А вот по мне сразу видно, что я чужеземец. С таким местом только на острове Рита. А что еще они говорят? Ну, все думают, что ей повезло получить безопасную и легкую работу жрицы, но и завистников тоже немало. Непростая ситуация. Именно, несмотря на ее отличное положение, внедриться у нее не выходит. Кажется, наставник теряет терпение. И вот наставник решил привести ее в действующие подразделения, чтобы она вносила реальный вклад. То есть теперь она будет работать с вами.
Но вы не боитесь, не бойтесь. Говорят, она никогда не участвовала в настоящем бою, но была хорошо в тренировках. Вместе вы добьетесь больших успехов. Боюсь, это все, что я знаю. Вы можете проспрашивать у других, однако будьте готовы к холодному приему тех, кому Людочка не по душе. Хотите узнать еще что-то? Вообще-то я из железных крыс. Железные крысы Шумацубан. Все в порядке. До свидания. Если хотите разузнать о Людочке, расспросите других. Так. Другие. Так, что происходит? Егор Крид, жизнь тебя помотала. Вообще не подозрительно себя ведешь, вообще нет. Ну да, шпионы же ведь будут в форме снежной проходить по улицам. Ну да. Я пришла, легай спать. О, Людочка. Так, у меня уже скоро будет 0:00. Да, через 5 минут у меня будет 0:00. Ой, я все пропустил. Что произошло? На крыше промелькнулся чей-то силуэт. Ты видела? А ты не палишься, да? Ты шпион? Или ты шпион за шпионом? Всегда смешно, когда разговаривают лицом к лицу и шепчутся так, как будто их не услышат. Или это не смотрится уж слишком подозрительно. Так. Фуджита. Что такое? Можно поинтересоваться, кто ты? Что ты здесь делаешь? Любуешься видом? Может быть, да, а может и нет. Какая разница? В любом случае, не твоего ума дело. Слышишь, ты собака. Как общаешься? Постараться установить контакт. Ничего себе! Тебя так просто найти? Что? Нарываетесь на драку? Нет, это недоразумение. Мы хотим поговорить. Поговорить? Кто вы такие? Вообще-то мы земляки, забывшие свою родину. Забывшие свою историю. Родину же. Где? Родину. Земляки с родины. Так вы новички. Ого, верно. Вот и зашли поздороваться. Ясно. Так вы уже слышали? Слышали что? Крабы-генералы и солнечные крабы сжали правые руки. Наши земляки ушли в поход и встретили северный ветер. Так, читаю. Крабовые генералы. Комиссия Канджо, возможно, потом... Так, комиссия Канджо и Международная торговая ассоциация заключили союз. Наши земляки, то есть фатуи, ушли на операции и встретили все плохо. И у них, короче, беда. Посмотреть возмущенно. Наставник сказала, нужно разбить тарелки. Разбить тарелки, совершить смелое действие. Если честно, Паймон уже совсем ничего не понимает, но ему хотя бы нравится то, что ты говоришь. А ту женщину еще нужно проверить. Ту женщину? Людочка, наша землячка в храме. Она все время загорает, понимаете? Так, землячка, понятно, загорает, это притаиться, залечь на дно. И ты подозреваешь, что она зажала левую руку, и ты подозреваешь, что она разжала левую руку. Так, сжать левую руку, отомстить, разжать левую руку, совершить предательство. Значит, там разжать. Ты подозрительно все это. Как? Кажется, он потерял к нам интерес. Нужно еще раз вернуть наш список кодовых фраз. В смысле взглянуть? Алло! Сколько стоит посмотреть перцев? Он уже ушел, но это ничего не стоит. Так, я же правильно, разжать. Думаешь, она хочет совершить предательство? Так, нарываешься на драку, но это мы все знаем. Это мы все читали. Земляки, забывшие свою родину.
Давай. Посмотреть возмущенно. Женщину. Правую руку. Я руки перепутал, право-лево. Так, левую руку совершить предательство. Все, я руки перепутал. Да, именно так. Простите. Говорите, что вам нужно? Мы бы хотели побольше узнать о Людочке. Людочка? Ну, она слабачка. Но она своя в Инадзуме. Она получила от наставника важное задание и подвела его. Сегодня вечером наставник с ней встретится и отдаст приказ на старом месте. Старом месте? А это где? Не знаю, неинтересно. Знаю только, что она Снежневка. Снежневка? Серьезно? И наставник добрый к ней. Она должна разбить тарелки. Так, разбить тарелки — это совершить смелое действие. Только так сможет отблагодарить. Что-нибудь еще? Вообще-то мы из Шумацубан. Все в порядке. Людочка должна решить вечером. Сегодня. До свидания. Давай. Так. А где эта школа шпионов? Кто говорит тусоваться на крышах? Может быть да, может быть нет, а может быть пошел ты. Ну, примерно так. Так, давайте вот отсюда. Я хочу тоже увидеть Людочку. Уже увидеть. Увидим. Люда! Ты тарелки помыла, Олу? Поблизости ошивается шпион Фатой, говорят, она... Блин, я опять смотрел в чат. Ты? Люда! Домой! Вы Люду не видели? Она тоже на крышах сидит? Людк! Людк! Пошли посплетничаем чуть. Девчонки. Людку видели? Ну, Людка! С соседнего подъезда, ну вы что? Ну ладно. Я не знаю. С вами поговорить? Или она тоже на крыше, наверное? Ну, это приколы такие. При слове Людочка я ленивца Зверопольса вспоминаю. Блин. Или там Зиночка была? Вроде Зиночка. Но опять же, это наши перевели. Там, понятное дело, не так. Можно ты зацепишься как-нибудь? Вот вы говорили, что это придуманный, но это почти один в один японский. Здесь Фуюко написано на японском. Если читать, он немножко исковерканный, но это похоже на Фуюко на японскими иероглифами. Так. Может тут тут электроклона нету. Ну вот. Не, мы уже не туда уходим. Может поговорить с той теткой? Тихо. Вижу. Спрятаться от меня хотел. Шалун какой. Так. Но Людочки тут нет. Так, с ним не говорится. Давайте с ней поговорим. Она единственная, кто здесь. Стоило на мгновение отвернуться, а ее и след простыл. Ох, прошу прощения, чем я могу помочь? Мы хотели спросить, не нанимали ли вы недавно нового сотрудника? Мы просто хотели бы задать ей несколько вопросов. О, должно быть, вы говорите о Тае. Вообще-то я тоже ее ищу. Она не слишком сосредоточена на работе и даже пропускает свои смены. Держу пари, она сейчас где-то спряталась и бездельничает. У нас произошел инцидент, когда гостья получила обморожение. И было это как раз в ее смену. Ха-ха, кто бы это мог быть?
Так что да, от нее немало проблем. Я даже подумаю, что было бы лучше не приходить ей на работу вообще. Не думаю, что она далеко ушла. Скорее всего, прохлаждается в саду или у скалы. Ну, давай посмотрим. В саду или у скалы. Людка! Такой песочек приятный. Ладно, так. Мужик, Людку видел? Пойму, он уверен, что это она. Подожди, ты Людку видел? Здравствуйте, чем могу помочь? Я напугала вас? А вы та самая путешественница, как поживаете? Это боковые ворота, и мало кто проходит этим путем. Так что вы меня действительно напугали. Эти ворота ведут в Тенсюкаку, резиденцию нашего всемогущего сёгуна. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от необдуманных поступков здесь. Ладно, извини. А люди песочек равняли, а ты топчешься, ну извините. Людка, ты что тут делаешь? Людка. Да, что такое? Кто ты? А кто тебе дал право спрашивать? Ты чё, у деда на палке захотел посидеть? Слышишь ты? Не смотри на меня свысока только потому, что ты выше меня. Дай шапалах. Вот и все. Так, попытаться установить контакт. У нас к тебе дело. Дело? Кто вы такие? Вас прислала Минакаве Акане. Всего разок улизнула со службы. Зачем же сразу посылать за мной? Нет, все не так. Так значит, вы из комиссии Тенрё. Я уже все вам сказала. В этот день я была на службе и не имею никакого отношения к тому обморожению. Нет, мы не из комиссии Тенрё. Мы земляки, забывшие свою родину. Земляки, оставившие свою... Забывшие. Забывшие? Забывшие. Что? Так вы земляки? Так бы сразу и сказали. Так ты не дала нам ни слова вставить. Что? На ссору нарываетесь? Ты чё такая? Нет, вовсе нет. Пайман думала, что у госпожи Момоё скверный характер. Но куда идти до этой леди Фатуи? Землячки, значит. Земляки, значит. Если вам больше нечего сказать, проваливайте. Я каждый день до смерти устаю на этой работе, ни минуты покоя, а Архонт лучше бы я мыла тарелки. Так, Архонт лучше бы я быть обнаруженным и схваченным. Может, это не так уж и плохо? Не надо так, ты еще молода. Эх, верно. На горячих источниках работать утомительно, но сейчас хотя бы радует южный ветер. Южный ветер. Это все хорошо. Ха-ха. А ведь мне еще нужно тут задержаться и отплатить той бездельнице в храме. Отплатить? Именно, чтобы эту Людочку и ее проклятую Архонтом удачу, вы уж мне поверьте, эта негодяйка никогда мне не нравилась. Подожди, Людочка, это ж которая стоит за этим, за столом, которая гадальные карты нам смотрит, получается. Любовь голуби, Людок. Зелень самый верх дворца. Залезть на самый верх дворца? Окей. Я тоже могла бы попасть в храм, но наставник выбрал ее. Мы все снежневны. Так чем я хуже? И что ты о ней думаешь, а? Ты сожмешь правую руку или разожмешь правую руку? Так, правая рука. Сжать правую руку, заключить союз. Разжать правую руку, простить. Я сожму левую руку. Левая рука... сожму. Сжать левую руку, отомстить. Во, давай, мы ее подстегнем сейчас. Отомстить. Так и надо, вот это правильно. Вы двое на вид такие слабенькие, а такие жесткие. О, ты нас еще не знаешь, мы такие. Она нас похвалила. Это было очень приятно, но теперь она хотя бы нам доверяет. Не очень приятно, простите.
Ха, кажется, Людочка и вам не по душе. Значит, нас теперь трое. И что она вам такое сделала? Она нас обманула, она свалила всю работу на нас. А знаешь что? Вообще-то так и есть. Ох, как жаль. Но не волнуйтесь, она скоро получит по заслугам. Почему ты так говоришь? Что ж, это случилось на прошлой неделе. Я должна была встретиться с ней в ресторане. Задание такое. Ну, вы понимаете. Пока она расплачивалась за еду, я порылась в ее сумочке в поисках мелких монеток. Ого, она не просто говорит ужасные вещи. Она самый ужасный человек. Я нашла кое-что такое. Такое. И что же это было? Роман от издательского дома Яи. Совсем свежий. Как вам известно, наставник всегда запрещал излишние развлечения. Поэтому я немедленно ему доложила. И кто бы знал, что наставник уже потерял терпение из-за проволочек с внедрением к железным крысам. Шумацубан. Наставник пришел в бешенство после моего доклада. Я выставлю ее из храма и отправлю на остров Вацутами заниматься стоящими делами, сказал он. Ах, как это было здорово, лучше, что я слышала за всю неделю. Ой, что я нажал, блин? Эй, путешественница, это прозвучало как-то по-злодейски. Я просто притворяюсь. Как бы то ни было, давайте с нетерпением, буду ждать трагического падения Людочки. Вам что-то еще нужно? Все в порядке. Хорошо, я передохну и вернусь к работе. От горячих источников у меня кружится голова. В прошлый раз у меня случайно вырвались крио-навыки. И комиссия Тенрё до сих пор подозревает меня. Давай. Так, массажер, всего лишь роман. Капец, да, что стрим такое время? Бывает. Фокс, сами в шоках, ты вообще мультизадачный. Меня на всех хватит. Уф, какая, Мика. Прекрати. Так, можно попить? Вот она, Людка. Мы искали ее там, а она, кажется, здесь. Людка, мы все про тебя знаем. Чем мы тебе шапалаха дадим? Привет, путешественница. Ты хочешь сегодня расшифровать надписи на своей гадальной палочке? Я тебе сейчас свою палочку покажу. Так, посреди туманной ночи. Ладно, дай-ка мне, пожалуйста, свою гадальную карту. На тебя всегда можно положиться, если бы не Фатуи. Если бы только не Я хочу сказать, если бы только не фантастическая возможность увидеть твою доблесть в бою оказалась реальностью. Когда-нибудь ты обязательно увидишь. Я не то нажал? Вернись со сведением... Ой. Людка, прости, это мы не к тебе. Прости. Мы вернемся. Но потом. А где дырочка? Не понял. Была же какая-то дырочка. Вон бежим. Пайман думает, что мы узнали все, что могли. Это было так утомительно. Давай вернемся в убежище и расскажем все госпоже Мамоя. О, туман. Тут всегда был такой туман? Или мне кажется? Во сколько стрим закончится? Так, стрим закончится через 17 минут. Ваши люди тут и там передают. Печати дерева отдавал. Что? Слово Вата. А теперь остров Вата Цуми. А я как сказал? Ты что меня булишь? Ну, наконец-то, что-то узнали? Вы рассказываете Момою все, что узнали от Фатуи. Я вас поняла. Хоть и вы слово друг другу вставить не дали. Самозванку в храме зовут Людочка. Ее начальник
подталкивал к дальнейшему контакту с вами, но по какой-то причине она этого не сделала. Таким образом, этот начальник, которого они называют наставник, собирается дать ей новое задание сегодня вечером. Ей придется покинуть храм и отправиться на остров Ватацуми. Ватуцами, я как-то так говорил, да? Вацутани. Вацутами я мог говорить, потому что Вацутами это, по сути, слово. Ватацуми. Отстань, не буль меня. Да, именно так. Операции Фатуи на острове Ватацуми. Вот ключевая информация. Мы должны придумать, как ее заполучить. Но мы не знаем, где они встречаются. Можно проследить за нет храма. Можно и так, но вдруг великого храма на руками сплошные горные тропы. Но вокруг великого храма на руками сплошные горные тропы, и мы можем ее потерять. Погодите-ка. Что такое? Вот, попробуйте это. Что? Ой, разве это не гадальная... Ой, а разве это не гадальная палочка, которую вытаскивают из ящика предсказаний? Это не простая палочка. Я посыпала ее элементальным порошком, изготовленным Шумацубан. Чувство стихии позволяет тебе увидеть следы от порошка. Паймон поняла. Мы притворимся, что тянем палочку, а сами насыпем на нее порошок. Хе-хе. Паймон с этим займется. Ну да, Паймон на подсыпание порошка. Не маши ей. Как ты определишь цель, если порошок попадет на тебя? Простите, Паймон, жаль. В любом случае порошок очень токсичен. Однако неловкое движение, и тогда хлебнешь горе. Одно нелегкое движение. Ты знаешь, путешественница, Момоя такая суровая, но она хорошая. Эй, хватит болтать, принимайтесь за дело, а то так дотянете до темноты. Мы уже идем. Мы идем. Так, пойдем. Так, я про электропечати до Сакуры Фреймин руками. Окей. Опять свои палочки делаю квест легенд. Я и Райден еще 100% не делал. Так, сдать подношение. Награда. Сюда. О, ключик дали. Мы теперь можем открыть гробницу. Сколько здесь... Вы что, шутите? Какие 50 уровней? Игра, ты что употребляешь? Какие 50 уровней? Жесть. Так. Поехали. Ты им помогаешь, а не хватит болтать, иди работай. Ну так и живем. Металлическая тень. Ну да. Спасибо, игра. Клятва стрелка. Окей. Значит, беда. Да не то, да не нажимай ты на эти палки, ну что ж такое? Гендерингл. Типа. Дать особую гадальную палочку. Хорошо, передайте мне гадальную палочку. Мне кажется, что вы не потрясли цилиндр. Тебе показалось. Да, госпожа Генда выглядит рассеянной. Рассеянной? Вчера плохо спалось. Все нормально, не переживайте. Мне кажется, она добрая. Она типа была Фатуи, но потом решила стать хорошей из-за романа и все дела. Вот ваш гадальный листок. Особый гадальный листок. Будущее счастье. Внезапно посреди ясного дня поднимается прорывистый ветер. Что это может означать? Хоть вам и кажется, что вы стоите на одном месте, это лишь временно. Обращайте внимание на тех, кто вас окружает. Какими бы знакомыми не были их лица. Кто знает, ваша судьба может измениться благодаря им без вашего ведома. Ваш счастливый предмет дня — одуванчик из далекой страны, семена, следующие за ветром. Наиболее подходящий символ для вас. Летите, парите через моря к далеким землям, но однажды вы больше не будете блуждать. Однажды вы станете тем, кем желаете стать. Похоже, нас отправляют в Манштадт. Порошок должен был прилипнуть к ней. Да, получилось.
Почему у вас такие серьезные лица? Неужели вытянули палочку с предсказанием несчастья? Нет, будущее счастье. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Будущее счастье – это на самом деле удача. Да, будут взлеты и падения, но в итоге обязательно вас ждет счастливый финал. Особенно у такого замечательного человека, как вы. Точно все будет хорошо. По крайней мере, я в это верю. Ты такая добрая. Ага, теперь давай спрячемся поблизости и подождем, пока фальшивая Генда выйдет из храма. Так, подождите фальшивую Генду 21-23. Давай. Так, впервые раз вижу человека, который бы тильтанул в виде 50 левелов в Сакуре, наград же куча. Но меня будет булить игра. Ну ничего, когда next patch event будет с Яй, и Райден сам будет жалеть, что упоминает то, о чем не в курсе. Отстань. Женек, привет. Так, сколько там было? 21-23. Ну давай. Кручу-верчу. Поехали. Че так поздно стрим идет? Ну так вышло, я не виноват, не ругайте меня. Так. Куда идем? Дождите появления фальшивой Генда. Путешественница, смотри, кто-то выходит из храма. Точно, это фальшивая Генда, она спускается с горы, за ней. Давай, давай. Стрим, конечно, я пока долго спать не собираюсь. А стрим уже скоро закончится. Идите... Где она? Кто она? Куда она? С помощью чувства стихии. Она так быстро ушла? Тихо, что это? Оказалось. Так, давайте я вам пока включу вас. Это неожиданно, спасибо. Только хотел посмотреть, что у тебя нового, а тут стрим. Да, сделали сегодня уже 18 круток. 17. Не понял. Понял. Анимика говорит, и ни одной Арли Смайл печаль. Да, и ни одной Арли. Так, Гендеринга. О, она переоделась. Еще не настало время для встречи с наставником, и я знаю причину. Людочка. Ефим Снежевич. Людочка. Наставник, здравствуйте. Извините за беспокойство. Подожди, Снежновна? Это у них общее что-то, то, что они снежные, или они родственники? Извините за беспокойство и позвольте сделать доклад. Что касается вашего распоряжения проникнуть в Шумацубан? Довольно, Людочка. Меня утомили твои отговорки. Частые контакты могут вызвать подозрения. После упразднения охоты на глаз бога направление Шумацубан может измениться. Нужно собрать больше информации и прочее. И так каждый раз. Признайся, эти двое из Шумацубан не доверяют тебе, потому что ты мечешь хвостом и заговариваешь мне зубы. Поэтому ты мечешь хвостом и заговариваешь мне зубы. Наставник, это не так. Они доверяют мне. Мне просто нужно больше времени. Времени? У тебя было достаточно времени. Помни, что мое терпение не бесконечно, как и терпение леди Арлекина. Она ко мне не приходит, это Арлекина. У меня уже терпение заканчивается, пока эта собака сидит в баннере. Мне очень жаль. Мне жаль потраченных на тебя лет. Мне нужен результат. Результат! Оставим это. Я не буду вдаваться в подробности этого дела. Твоя ли неспособность завоевать их доверие, или твой теперешний образ жизни ударил тебе в голову. Это все уже не важно. Твои последние указания на этом листке, прочти их внимательно. Да, наставник, я выполню задание, я вас не подведу. Это... Что случилось? Все в порядке. Людочка,
Я могу считать твои слова данные мне обещанием. Ответь мне, да или нет? Наставник, у меня нет возражений против вашего решения, но вы сказали, что леди Арлекина может отозвать нас из Инадзумы в любой момент. Это правда. Необходимо как раз в то время, когда Сигунат и Вата Цуми заключили перемирие. Это правда необходимо как раз в то время, да? Ха, именно поэтому задание так важно. Пусть сеньора и погибла в Инадзуме, но это лучшее время для нас, чтобы отплатить за доброту леди Арлекина и укрепить ее престиж. Я всегда говорил тебе, что для нас хаос – самая подлая почва, плодородная почва. Что же ты медлишь, Людочка? Но так многие дети осиротеют. А это плохо? Мы возьмем их к себе и обучим. Они станут одними из нас. Если ты, конечно, не выполнишь свое задание. Если ты, конечно, выполнишь свое задание. Не разочаровывай меня снова, Людочка. Нас связывают столько лет. Я не хочу доводить до крайностей. А нет, на острове Ватацуми вот-вот произойдет что-то страшное. Путешественница Людочка осталась одна. Давай придумаем, как нам ее достать, эти последние указания. Давай. Потраченного времени жаль. А я как сказал? Вроде же так. Так, Людочка, подожди. Ща вернусь. Все, иду назад. Так. Тенра, где ты оставил свою удачу? Я не знаю, у меня никогда не было. Я, наверное, съел удачу Тенры. У меня она с Сигной. Забань его. Мика, забань его. Забань его нафиг. Они с приюта одного. Понял. Чекмейт. Ну, бан получается себе. Вот, туда его. Фатуи в основном сироты, воспитанные в приюте. Понял. Да, Снежевич — это фамилии тех, кто приютил дом Очуга. Там их тренят под шпионов и тому подобное. Понял. Арлекина сейчас является главой в приюте. Отец дома Очага. Она отец. Снежана — это фамилии, которые дают сиротам в Снежной в доме Очага. Все. Людочка! Людочка, ты бревно. Извините. Людочка. Кто это? Путешественница? Вы что тут делаете? Это... Вы не так поняли, я здесь потому что вообще-то... Я думаю, тут все ясно. Ты отозвалась на Людочку. Твоя одежда выдала тебя с головы. Ну что ж, полагаю, словами сейчас ничего не исправишь. И раз вы меня раскрыли, я не могу отпустить вас живыми. Ты что, глупенькая? Сами виноваты, что сунули нос никуда не следует. Так, у тебя, конечно, изменился наряд, но тебе это не помогло. И палка деда посередине. Девочки, остыньте, вы что, деда на всех хватит. Ты в порядке? Прошу прощения, немного перестаралась. Ох, почему вы просто меня не прикончите? Вероятно, вам нужны последние указания, так? Не было бы ли проще сначала избавиться от меня? Да, так было бы проще всего. Полагаю, тебе бы это принесло облегчение. Генда, то есть госпожа Людочка, ты знаешь, что... Ты так свирепо накинулась на нас, но с путешественницей ты схватилась не в полную силу, так ведь? И нападала ты не по-настоящему. Что? Вовсе не так. Но ты явно пыталась все закончить, по крайней мере, для себя. Госпожа Людочка, мы подслушали твой разговор с этим твоим наставником. Все как-то плохо. Расскажешь нам, что произошло? Мы ведь можем помочь тебе. Но я Фатуи. Пайман же сказал, что мы можем помочь. Ой, спасибо тебе большое, путешественница. Эй, не переживай, мы не обижаем хороших людей. Я бы не назвала себя хорошей. Сначала я проникла в великий храм руками, чтобы войти в контакт с членами Шумацубан и попасть в их отряды.
Но представьте себе мое удивление, когда я узнала, что 2 членов Шумацубана, которых... Прекрати. О которых говорил наставник, оказались прославленными в Манштате Ильей путешественницей и ее слугой. Пайман никакая не слуга. Неудивительно, что тебе известно мое имя. Неудивительно, что ты наслышана о нас. Именно таким образом я знала, что проникновение в Шумацубан с самого начала обернулось бы провалом. Но наставник возлагал на эту операцию так много надежд. Я просто не знала, как ему об этом сообщить. Если бы он узнал правду, его гнев плохо бы закончился для меня. И все же я переехала в Инадзуму и стала жрицей. Это как прекрасный сон. И я была счастлива просто видеть этот сон. Поэтому я выкручивалась изо всех сил, стараясь взять как можно больше от каждого дня. Я знала, что однажды все всплывет на поверхность, но совсем не ожидала, что наставник вместо того, чтобы разобраться в этом деле, отправит меня на новое задание. Так какое задание он тебе дал? Ты просто сошла с лица, когда прочитала записку. Потому что мне велели отравить. Отравить? Наставник хочет, чтобы я и еще несколько человек проникли на остров Ватацуми и отравили землю, прежде чем намеренно раскрыть нашу личность жрицы в Великом Святилище Наруками и солдат комиссии Танрё. Таким образом, мы бы снова разожгли конфликт между Сигунатом и Ватацуми, и тогда Фатуи бы своего не упустили. А это твой наставник, он бессердечный. Если бы его план сработал, то все усилия, положенные на установление мира в Инадзуме, пошли бы на смарку. Людочка, что ты собираешься делать? Я не знаю. Я не вправе противиться приказам наставника, но я не хочу, чтобы это произошло. Почему? Потому что ты тоже снежневна, да? Вроде бы Пайман часто слышала это слово, но что это значит? Путешественница, ты ведь уже знаешь? Так говорят про сирот, да? Да, Снежевич и Снежневна – это фамилии, которые Фатуи дают опекаемым сиротам, таким, как мы. Мы выросли в приюте, основами леди Арлекина. Мы не знаем, кто мы на самом деле. В лучшем случае нам известно, какая кровь течет в наших венах. Из-за моей инадзумской крови я с детства хотела знать больше об этой земле. На самом деле мой наставник тоже Снежневич. Вот почему я не могу понять его. Нет, вот почему я не могу простить ему сказанное. И я всегда задавалась вопросами, кто я? Почему я одна? Случилось ли что-то с моими родителями? Или они просто меня бросили? Но то, как наставник не обращал внимание на страдания сирот, заставило меня задуматься о том, не стала ли наша судьба творением Фатуи или таких же людей, как наставник. Такое не прощают. Путешественница, мы должны помочь Людочке. Она хоть и Фатуи, но она неплохой человек. Спасибо за вашу доброту, но моя судьба уже решена. Наставник безжалостен к предателям. Пока я жива, он найдет меня. Возможно, принять судьбу от ваших рук лучший конец. Неужели это единственный способ избавиться от него? Не может быть. Погодите-ка, Пайман что-то припоминает. Момоэ, да? Момоэ? Точно! Она ведь изготовила Итак, Людочка, мы придумали, как спасти тебя, а заодно мы можем сорвать ужасный план твоего наставника. Что, правда? Ни о чем не беспокойся. И все же тебе лучше найти место, где можно спрятаться на ближайшие несколько дней. Ты можешь выйти, как только мы все подготовим. У тебя есть такое место, где мы сможем тебя найти, но другие ничего не заподозрят? Дайте подумать. Ах да, есть одно место. Когда-то под вымышленным именем я работала корректором в издательском доме Яи. Я так любила их романы. У них есть комната за магазинчиком в Инадзуме, которой иногда пользуются писатели и корректоры. Звучит как подходящее место. Угу, спрятанное на виду.
Госпожа Людочка, мы пока спрячемся... мы пока спрячемся там. Ты пока спрячься там. Мы придем, как только что-нибудь разузнаем. Я поняла. Я не знаю, как мне вас отблагодарить. Ведь я врала вам все это время. Наставник написал мне детали плана на этой бумаге. Вот, возьмите. Теперь невинные жизни в Атацуми зависят от вас. Ну да. Она ушла. Нам лучше вернуться к Момое. Похоже, она нас ждет. Нас ждет еще немало важных дел. Так. Чат, вы опять уже смотрите в долг. Вам не стыдно? Последний приказ. Оперативное распоряжение для Фатуи, которые вы получили от Людочки. В нем подробно описана операция, которая состоится на острове Ватацуми. Эти сведения очень важны, ведь на кону жизни людей. Телепорт. Так, возможно, я тут не с начала стрима. Возможно. Если ты еще здесь, а ты вроде еще здесь, стрим идет 2 часа 5 минут. Так, нам туда. А почему я за нее играю? Ладно. Так, их мы френи та-та-та, Денерте бан, да, тоже бан. Всем баны раздаю. Все, кто выбивает персонажей, всех в бан. Потому что мы мстительные. Крутки на C3. Так, всем по щечке, удачки на баннерах. Спасибо. Так, мне интересно, Людочка... Людочка что? Отравилась? Мама же говорила, что тут был еще рядом. И это очень опасно. Точно, да. Ну и да. Так, что не спим, а мы играем. Ликусь, Микакусь. Было сегодня не считается, так что никаких... Не-не-не, у вас там столько долгов, что вы свою душу еще мне должны. Момоя. Только сейчас вернулись? Что-нибудь узнали? Вот. Неплохо. Теперь мы можем помешать замыслу Фатуи. Я сейчас же отправлю людей на задание. Вам больше не о чем беспокоиться. Момоя, вообще-то мы хотели кое о чем попросить. Вы рассказывайте Момоя о том, что произошло. Эй, госпожа Момоя, перестань так смотреть на Паймент. Скажи что-нибудь, ладно? Вы хотите спасти Фатуи? Я тут при чем? Эта женщина притворялась мной, понимаете? Одевала такую же одежду, такого же цвета и сделала как прическу, как у меня. Вот собака немытая. Если бы не ваша случайная промашка, Шумацубан был бы в смертельной опасности. Путешественница, помоги мне. Если мы не убедим Момоя, то госпоже Людочке не сносить головы. Сделать жалостливое лицо. Сделать очень жалостливое лицо. Сделать очень жалостливое лицо и пустить слезу. Меня этим не проймешь. Я не буду связываться с Фатуи. Вы думаете, что изготовлять трупы так просто? Пока вы собирали информацию, я работала днями и ночами, только чтобы закончить то, что нужно было. А сколько нужно сырого мяса, чтобы хватило на вес человека, а еще сплавить вместе обломки белого железа и другие минералы, чтобы сделать кости. А без морских грибов в теле не будет достаточно жира. Выглядеть будет совсем неубедительно. И надевать одежду на поддельный труп хуже всего, когда нужно создавать реалистичные ожоги. Немного перестараешься и пропала вся одежда. Что? Что вы глухие? Чего вы стали столбом? 8 кусков сырого мяса, 4 обломка белого железа, 3 морских гриба, плюс 1 комплект легко познаваемой одежды. Мы так и знали, что ты самая лучшая, Момоя. Уф, просто исчезните, хватит меня доставать. Момоя. Ну ладно, я тебя в этот раз даже бить не буду. А что мне надо добыть? Одежду? Просто у меня все есть. Добудьте одежду Людочки. Да я пойду ее раздену, зачем мне там ее добывать? Так, спать быстро. Сейчас еще 5 минут.
Все долги прощаем. Не-не-не, никто ничего не прощает. Так, души, я тогда их собирать буду. Во-во, собирай. А все, мы все долги полностью погасим за 6 дней отсутствия стримов. Во-первых, 5 дней. Во-вторых, это не так работало, мне было нехорошо, поэтому не надо ли. У меня уважительная причина, справка от врача, все дела. Вот-вот, согласно с... Не, ничего себе она. Так. Людочка, ты где? А? Это путешественница и Пайман. Что-то прошло не по плану. Не беспокойтесь, я же уйду отсюда и больше не буду доставать вам хлопот. Раздевайся, женщина. Нет-нет, мы пришли, потому что для нашего плана нужна твоя одежда. Такая, по которой можно тебя сразу опознать. Одежда, по которой можно опознать меня? Ладно. Трусики давай. Давай. Это форма фатуи. Те, кто знает меня, узнают и эту форму. Такая теплая. Пайман, а ты шаришь в этой теме, да? Ух, извините, просто я всегда носила ее под одеждой на всякий случай. Хорошо, теперь все пойдет как по маслу. Спасибо вам и удачи. Все идет по плану. Ой, пустите. Ух, какая стройная. Так. Понюхай еще. А можно? Где ее одежда? Бумажный пакет для одежды. Пакет, в котором находится униформа Людочки. Учитывая репутацию Фатуи, лучше, чтобы другие не видели униформу. Здесь нет функции нюхать, простите. Не можем. Не можем понюхать. Где? Подожди. Нам дальше. Так. Началось все с обнюхивания людей, теперь это еще... Ну да. Господи, Тенра, тебя же дети смотрят, какой пример ты им подаешь. Ну, я подаю пример, каким человеком не нужно быть, понимаете, дети? Алло. Алло, факел. Поломался. Я хотел тебе здесь сделать посветлее, но, видимо, тебя это устраивает. В принципе, я бы тоже здесь свет не зажигал, я тоже люблю темноту. А вот и вы. Где одежда? А, мясо. Выбрать. Когда я сказал, что мне нужны... Когда я сказал, что мне нужны материалы? Не понял. Ну, раз вы все уже разложили, то почему бы то почему бы и не помочь? В конце концов, добытые вами сведения могут спасти множество жизней. Сырое мясо, обломки белого железа, морские грибы — этого хватит. А одежду? Итак, у вас есть одежда, по которой можно легко опознать Людочку? Да, пахнет ею. Мы не проверяли, но мы верим. Значит, все готово. Остальное не вашего ума дело. А как быть с Ватацуми? Я позаботилась об этом, пока вы искали материалы. Мне понадобился целый день, чтобы закончить работу. Приходите завтра. Понадобится. В свое время мы обсудим, как нам использовать фальшивое тело. Окей. Так, покиньте убежище. Окей, надо прям пешком? Ладно. Как все формально тут. Так, дождитесь. Блин. На самом деле стримчик уже надо заканчивать, потому что вы уже прям в такие долги залезли, что с ума сойти. Так, 14:00. Погнали. Так, что там говорят? Девочка, спасибо. Понюхаешь. Так, па-па-па. Какой стример, такой пример. Эндрюс, человеку может быть плохо, наоборот, хорошо, что Тенра дает себе отдых. Или это шутка? Да. Стрим упал? Нет. Стрим и все? В смысле? Как лагает? Ни одного пропущенного кадра. Вы что, прекратите чат? Не YouTube лагает просто.
Был пролак, омагад. Не, пердечный ситруп. Не надо. Обновите страницу. Спасибо, Ревичка. Обновите страницу, потому что у меня показывает, что у меня все нормально. Пропусков нету. Так. Что мы делали? Что мы делали? Риви, спасибо, прекрати. Норм работает у меня, но на Трово нормально все. Время почти час ночи, еще идет аномалии какие-то. Не, тут лагает просто. Так, уже все норм. И спать, да? Завтра делать. Так. А тика... Отваленный нет, тик работает. У меня просто ТикТок окончательно забулил, и у меня на ТикТоке одна Риви сидит. У меня все хорошо. Все, вот. Пойдем. Ой. Это Фатуй, откуда они тут взяли? Я ничего не вижу, Паймон, отпусти камеру. Та женщина в панике что-то рассыпала. Апчи, прекращай жаловаться и продолжай искать. Пацаны. Победите Фатуй. А вы кто такие? Это мой вопрос. Вы что тут делаете, собаки? Блин, они все узнали. Это плохо. Это прям плохо-плохо. Ну хотя они же никуда не доложили. Поэтому все нормально. Так, не тебе, вот тебе. Так, слышишь, ты такой плотный, тебе не стыдно? Момое! Где же ты? О нет, Фатуй, тут все перевернули вверх дном. Вещи Момою, они все пропали. Кажется, в убежище больше не безопасно. Но что случилось, Момою? Ее схватили Фатуи? Хотя подожди-ка, этот странный запах стоит с тех пор, как мы вошли в убежище. Здесь что-то витает в воздухе. Тут порошок на земле. Порошок? Это тот элементальный порошок, который мы использовали в прошлый раз. Давай, путешественница, скорее используй свое чувство стихий. Это должно быть послание, которое оставила Момоя, оказавшись в опасности. Давай. Наверняка маму использовали элементальный порошок, чтобы мы смогли ее найти. Нужно скорее спасти ее. Давай. Так. Ребя у королевы ТикТока. Ну, получается так. Мы с Ревичкой королевы ТикТока. Нет, тебя там нет, я тебя не вижу, поэтому не надо. Так. Ли давно пора вообще горела попа с ТТ сообщениями половина в помойке. Даже безобидно не пускал. Он даже слово твоем, если ты напишешь там как там твое самочувствие, он может это не пустить. Мяу, пойду спатеньки, очень устала сегодня. Всем спокойной ночи, удачи, Ли, спокойной ночи. Данияр, пока. Няшных снов, все, да, все так и есть. Так, куда мы идем? Пойдемте. Сейчас я быстренько завершу до какой-нибудь внятной части этого квеста. Как далеко до конца квеста? Скажите мне вот это. Пацаны, как далеко до квеста, вы знаете? Вот вам палка. Вот вам куклы. Спасибо. Уже конец. Поэтому и тапчик в сердечке. Ладно, раз конец, мы сейчас быстренько сделаем. Так. Следы, все не кончается. Куда же Фату ее забрали? Сейчас узнаем. Не дури. Так. Фатуи, открывайте, собаки. Так. Тенра, а что делать, когда ютапчик в чат не подтягивается? На самом деле, у меня там следы ведут туда, к утесу. Я же отправил на проверку ютубчик, чтобы Google его проверили. Вот, и нужно ждать.
какой-то косяк на их стороне. Потому что у меня часть опихи работала, часть не работала. И это 100% проблема ютубчика. О, ну, самого ютуба, не моя. Еще иногда бывает баг, ты можешь перезайти в приложение. Если восстановится, то окей. Значит, ютубчик кривые credentials. Эти, как по-русски. Короче, ютубчик не совсем корректную информацию выдал. Все верно, след заканчивается в заброшенном доме у обрыва. Это данж? Это данж. Давайте данж мы оставим на завтра. Вот. Или это данж и конец. Там просто данж будет, потом еще текст, вот это всего вот это. Да, спасибо. Поэтому давайте на этом закончим. Мы сейчас сделаем какую-нибудь превьюшечку. Прям вот так вот у дома. У разбитого дома превьюшка. Блин, на самом деле я эту серию назвал безымянный. И у меня там этот безымянный. Но будет забавно назвать эту серию Людочка. Людочка Genshin Impact. Нормально. Хотя, наверное, для тех, кто играет в Genshin, это нормально, но для меня это необычно. Ну, как... Ой, чат, секунду. Ну, типа того. Сейчас еще вот так вот сделаем. Ну и вот так. Вот. Угу. Так, что происходит? Сахарок полухудая. Та-та-та-та-та. Комната в надзоре бывает. Так, это будет самое... Дальняя брюшка, может быть. Фигня была, сидели без... Да. Что такое? Ну это, блин, это еще надо превьюшку делать под Людочку, а у нас с Людочкой превьюшки нету. Ладно, может быть следующее, раз уж мы заканчиваем в следующей серии вот в этой халупе квест с Людочкой, то мы так и назовем. Ладно, все, чатик. Всем большое спасибо за то, что дарили подарки, лайкали, 11 тысяч налайкали, лайкали и подписывались. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной, как всегда. Спасибо большое, правда. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание, нарара. Все, чатик, я вас выключаю. Пока-пока. Опусти меня, чё. Так, ТикТок. До свидания. Натали. Блин, Натали, да, ты под конец пришла, ты все пропустила. Утром был стримчик, я тебя там вроде вспоминал. И вот еще вечером был стримчик. Поэтому тебе прямая дорога на ютубчик. Если интересно, конечно. Все. Всем спасибо. Всем пока. Да, привет и пока. Все, давайте, чатик.